Всем привет! Вы на канале Профон. И давайте разберем, что же такое Jailbreak. В переводе с английского это побег из тюрьмы, а по факту взлом, позволяющий получать доступ к файловой системе Apple на таких устройствах как iPhone, iPad, iPod Touch. Официально Apple против данной процедуры, и все потому, что данный Jailbreak с одной стороны открывает доступ к системе, мы получаем расширенный функционал CarPlay, запись разговоров и много других важных функций. С другой, доступ к вашему устройству открывается, увеличивается вероятность кражи данных, ухудшается стабильность работы iOS. Если вспомнить эпоху самого первого iPhone, то тогда Jailbreak делали все, так как изначально iPhone был залочен и работал только в США. А Jailbreak давал возможность разлочить смартфон и использовать его по всему миру. Со временем все поменялось, и сейчас делать или не делать Jailbreak каждый решает сам для себя. Тут важно понимать, зачем он вам вообще нужен. Например, мне Jailbreak необходим исключительно ради двух функций. Первая – это возможность записывать телефонные разговоры, и вторая – расширенный CarPlay, который позволяет мне через головное устройство автомобиля смотреть YouTube, использовать Яндекс.Навигатор. Одновременно с этим в 2020 году я бы не рекомендовал устанавливать Jailbreak на основное ваше устройство, так как безопасность и стабильность работы для меня в приоритете. Прежде чем мы перейдем к установке Jailbreak, хочу поделиться терминологией, которая впоследствии будет использоваться. Первое. CD – это программа, некий аналог App Store, которую мы получаем, делая Jailbreak. Именно из нее мы будем скачивать различные программы, они называются твики. Репозитории – это интернет-адрес, который мы добавляем в CD, чтобы оттуда устанавливать твики. Теперь о видах Jailbreak. Он бывает привязанный, это когда устройство взламывается, но после перезагрузки, выключения или разрядки батареи требуется подключение к компьютеру. Полупривязанный, он же полуотвязанный, это когда после перезагрузки, выключения или разрядки батареи устройство включается, но все твики не работают и требуют повторной активации Jailbreak. И непривязанный, когда все работает, перезагрузка, выключение устройства никак не влияет на его работу. Ну вот, теперь мы стали подкованными и давайте начнем. На 25 мая 2020 года существует две программы по установке Jailbreak. Для всех устройств iPhone, начиная с 5s и заканчивая последним iPhone 11 Pro Max, iPad, список моделей вы видите сейчас на экране, и iPod Touch 7 под управлением операционной системы iOS или iPadOS, начиная с 12 версии и заканчивая 13.5. Первая программа называется CheckRain, версия 0.10.2. Вторая программа Uncover, версия 5.0.1. Все эти программы позволяют сделать полупривязанный Jailbreak. Сразу скажу, предпочтение отдаю второй программе Uncover, и сейчас будем делать Jailbreak именно через нее. Для установки Jailbreak нам требуется подключить телефон к компьютеру. Первое. Создать резервную копию iPhone. Под macOS Catalina используем Finder, так как iTunes в данной версии больше нет. Для более ранних версий macOS и Windows используем iTunes. Второе. Восстанавливаем устройство до заводских настроек и обновляем iOS до последней версии. Третье. Восстанавливаемся из резервной копии, которую делали ранее. После успешного восстановления важно не ставить пароль, не подключать Touch ID и Siri. Это можно будет сделать позже, когда установится Jailbreak. Четвертое. Заходим на сайт altstore.io, скачиваем программу под названием AltServer. Доступно две версии, в зависимости от того, какую операционную систему вы используете, macOS или Windows. Устанавливаем нужную. После успешной установки программы переходим к пятому пункту. Установка AltServer на устройство. Для этого подключаем iPhone к компу, открываем AltServer, выбираем Install AltStore. Вводим Apple ID. Вам не обязательно вводить свой. Для этих целей я бы рекомендовал создать отдельный Apple ID. Впоследствии он понадобится для подписки приложения Uncover. Если все прошло успешно, на iPhone должна появиться иконка AltServer.
А сейчас очень важно, ни в коем случае не закрывайте программу на компьютере и не отключайте ваш телефон от компьютера. Нажимаем на иконку Alt-сервер, выскакивает сообщение о ненадежном разработчике. Чтобы это исправить, переходим в настройки, основные. Тут выбираем профиль и управление устройством. Видим профиль с вашим email. Нажимаем «Доверять». Теперь возвращаемся к синей иконке Alt-сервер, открываем ее. Вводим Apple ID, который вводили на компьютере ранее. Отлично, теперь заходим с телефона на сайт uncover.dev и выбираем Open in Air Server. На экране появляется иконка Uncover. Заходим в нее и делаем Jailbreak. В процессе Jailbreak iPhone несколько раз перезагрузится, не пугайтесь. После всех этих манипуляций и перезагрузок заходим еще раз в Uncover и делаем повторно Jailbreak. В результате должна появиться иконка Cydia. Если этого не произошло, возвращайтесь к одному из пунктов, вы сделали что-то не так. А если вы видите иконку Cydia, я вас поздравляю, Jailbreak готов. Теперь можно спокойно отключить устройство от компьютера и закрыть программу. Нужно сказать о важных моментах в процессе использования устройств Jailbreak. Во-первых, регулярно делайте резервные копии, дабы избежать потери данных. Во-вторых, выключите автоматические обновления и ни в коем случае не обновляйте устройство на вновь вышедшие iOS. В-третьих, поскольку данный Jailbreak полупривязанный, после каждой перезагрузки iPhone нужно заходить в Uncover и делать Jailbreak. Здесь есть небольшая загвоздка. Uncover нужно регулярно переподписывать. В противном случае он перестанет работать. Для этого установите в Cydia Reprovision. А именно, открываем иконку Cydia, выбираем вкладку «Источники», здесь нажимаем «Направка», «Добавить» и вводим репозиторий. После ввода нажимаем опять «Добавить», идет загрузка пакетов. Назад в Cydia, выбираем «Поиск» и там вводим «Reprovision». Заходим в программу и нажимаем «Установить». Затем снова «Принять» идет установка программы, перезагрузить Springboard. Заходим в только что появившуюся иконку Reprovision. Вводим логин и пароль от Apple ID, который мы указывали на компьютере. Идет верификация данных. Финиш, отлично. Здесь выбираем среднюю вкладку и удаляем все сертификаты. Переходим в левую вкладку, нажимаем Sign. Идет загрузка подписки приложения Uncover. После успешной подписки программа напишет 6 дней, 23 часа осталось до новой подписки. Теперь программа будет автоматически переподписывать сертификат. От вас потребуется только разблокировать телефон. И в-четвертых, снизу под видео я выложил полный список репозиториев, твиков и программ, которыми пользуюсь, и вы всегда можете их скачать. И последнее. Хочу вам рассказать о двух программах, которые устанавливаются из Cydia. Ссылки на них будут в описании под видео. Первая программа называется Audio Recorder XS. Из названия понятно, что она записывает аудио и делает это весьма неплохо. Но главное, она умеет записывать разговоры. Да-да, вы не ослышались. Именно разговоры. Сама программа имеет два интерфейса, один из которых находится в настройках iPhone, а там есть куча всего. Возможность автоматической записи всех разговоров. Также имеются настройки предупреждения о записи. Гудок. Робот говорит: этот телефонный звонок будет записан. А не хотите оповещать, что вы кого-то пишете? Предупреждение можно отключить. Второй интерфейс – это классическая иконка. Открывая ее, вы попадаете в библиотеку записи. Тут можно передавать запись. Причем поддерживается автоматическое сохранение в Google Drive или Dropbox. Но тут важно наличие интернета. Тут даже есть настройка входа по Touch ID. На мой взгляд, это бесполезная функция, но ее наличие приятно. А сам процесс записи осуществляется следующим образом. В случае ручного режима записи разговора вы активируете жест, при котором начнется запись. В автоматическом режиме, соответственно, запись начнется автоматически. Во всех случаях о записи уведомит мигающая кнопка. Короче, рекомендую. Теперь о второй программе – CarBridge, которая расширяет возможность стандартного Apple'овского CarPlay. По сути, она дублирует экран iPhone на головном устройстве вашего авто. И вы получаете полный спектр программ из App Store. Вы только посмотрите на это. Тут и YouTube.
Выглядит, конечно, поинтереснее, подороже. Не, ну реально. Она еще бывает, что та, бывает двух цветов. Белая и черная. И ТВ. Ты можешь знать-то, а? Есть источники, поверь. Не сидел бы иначе напротив твоей жены. Говори, когда. Старый завод в Купчаге знаешь? Да. Яндекс.Навигатор. Маршрут построен. Прошу заметить, управление осуществляется посредством, которое изначально предусмотрел производитель. Сенсорный экран или джойстик. Единственный минус CarBridge, что экран постоянно горит. Но это мелочь, я его убираю в подлокотник и забываю о телефоне. Еще я крайне не рекомендую использовать iPhone 5s. Все подвисает и телефон греется, а начиная с модели SE первого поколения которая, и более старшие модели, все работает ок. Сбои бывают, конечно, но редко. В итоге Twig CarBridge реально рабочее решение. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что досмотрели до конца. Появятся вопросы, оставляйте в комментариях под видео. Или пишите в Instagram, я отвечу каждому.